Привет, друзья! Снова рад быть с вами. Сегодня у нас экстренный разбор. С 1 июля в Германии серьезно меняются правила, которые напрямую затронут кошельки обычных граждан. Сначала важные изменения для безработных. Вводится новый формат Grundsicherung. Во второй части предупреждения для тех, кто едет в отпуск летом. При расчетах за границей многие банки могут удерживать дополнительные комиссии, из-за чего немецкие туристы нередко теряют сотни евро. И в конце, друзья, вас ждет очень важная новость. Эксперты немецкого автоклуба ADAC раскрыли всю правду о новом топливе Super E10, которого до сих пор опасаются многие водители. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, давайте вместе с вами разберем, как чиновники в Германии изменили правила учета личных сбережений. Раньше, вы знаете, закон позволял в первый год официально сохранять неприкосновенное накопление до 40 тысяч евро, не опасаясь каких-либо проверок. С июля этот комфортный, скажем так, буфер полностью отменен. Теперь при подаче анкеты необходимо показать инспекторам все свои балансы, а при определенных условиях сначала использовать часть своих личных накоплений. На руках разрешат оставить лишь от 5 до 20 тысяч евро в зависимости от вашего возраста, поэтому многим придется использовать часть своих сбережений и ранее отложенные евро. Трудно также придется и самозанятым, которые обращаются за доплатами. Друзья, Бундестаг и правительство Фридриха Мерца, вы знаете, с 1 июля ввели более жесткую систему и санкций. Пропуск планового визита к куратору джоб-центра или появление в офисе ведомства в состоянии алкогольного опьянения может повлечь за собой сокращение пособия сразу на 30%. Для тех же, кто без уважительной причины откажется подписывать предложенный трудовой контракт от джоб-центра, законодательством предусмотрена возможность полного прекращения соответствующих выплат. Профильные аналитики открыто сегодня сомневаются, что, например, подобные меры способны хоть как-либо эффективно повлиять на ситуацию рынка труда Германии. Например, профессор Филипп Рамос-Лобата из Нюрнбергского института АИБ заявил, что столь строгие механизмы вряд ли облегчат приток рабочей силы и внесут существенную экономию для государственной казны Германии. Противоположную позицию занимает руководитель Центра занятости Рената Хойбляйн. В прошлом году в одном только Нюрнберге выплаты сокращали 3500 раз. Чиновница утверждает, что новые правила джоб-центра будут работать прежде всего как предупреждающая мера, и благодаря этому подобная статистика со временем пойдет на спад. Но, друзья, давайте вместе с вами прямо сейчас разберем, кого эта реформа затронет сильнее всего. Под действие новых правил в первую очередь попадает три категории. Во-первых, это люди с накоплениями. Если у вас, друзья, на карточках, в акциях или страховых продуктах находится сумма выше установленного возрастного лимита от 5000 евро до 20 тысяч евро, государственная поддержка может не назначаться для вас до тех пор, пока размер учитываемых накоплений не будет соответствовать действующим требованиям. Во-вторых, под уменьшение выплат на 30% могут попасть внимание получатели пособия, нарушающие установленные правила, то есть пропускающие обязательные встречи со своим бератором без уважительных причин или появившиеся у инспекторов джоб-центра в состоянии алкогольного опьянения. Более тщательной станет проверка и доходов самозанятых. И третья группа, вокруг которой сегодня идет особенно активная дискуссия, это молодые родители. По новым правилам сегодня уменьшается период, в течение которого действовали прежние послабления. Раньше, напомню, закон Германии позволял находиться дома с ребенком до 36 месяцев, теперь этот срок составляет всего лишь до 14 месяцев. То есть, начиная с 15 месяца жизни ребенка при соблюдении условий, предусмотренных законодательством Германии, может возникнуть обязанность выйти на работу или пройти обучение, даже если вопрос с местом в детском учреждении пока остается нерешенным. Руководитель Центра занятости джоб-центра Рената Хойбляйн поддерживает эту меру, заявляя, что в Нюрнберге мест достаточно. Однако независимые правозащитники критикуют реформу, считая новые правила слишком жесткими для молодых семей.
Статистика чиновников также наглядно показывает, насколько непростыми остаются ожидания по экономии бюджетных средств. Например, в прошлом, 2025 году, государственные выплаты стабильно получали порядка, внимания, 1 миллиона 800 тысяч граждан трудоспособного возраста. Эксперты института ИАБ прогнозируют, что в ближайшие месяцы это число действительно может сократиться на несколько десятков тысяч человек. Однако результаты их анализа показывают, друзья, что новые, более строгие правила сами по себе вряд ли станут главным фактором этих изменений. По мнению специалистов, большую роль играет продолжающееся трудоустройство беженцев из Украины, которые, кстати, самостоятельно находят рабочие места, снижая ту самую общую нагрузку на систему социальной поддержки. Министерство финансов Германии поставило цель добиться экономии в размере 1,5 миллиарда евро. Для этого, по расчетам ведомства, число получателей социальной поддержки должно сократиться примерно на 100 тысяч человек. Однако аналитики называют подобные ожидания слишком оптимистичными, поскольку на рынке труда по-прежнему ощущается нехватка подходящих вакансий. Сами же получатели пособий, друзья, также скептически оценивают перспективы этой реформы. В одном из интервью безработная жительница Германии отметила, что смена названия программы сама по себе не приводит к появлению новых рабочих мест. А вот дальше, друзья, экстренное предупреждение для всех отпускников, где сегодня финансовые организации используют свои механизмы, из-за которых многие путешественники теряют свои евро. Летнее путешествие в Германии традиционно считается временем, когда хочется ни в чем себе не отказывать. Заказать роскошный ужин в ресторане, купить памятные сувениры или оформить долгосрочную аренду автомобиля. Однако именно во время зарубежного отдыха немецкие туристы нередко сталкиваются с самыми неприятными скрытыми расходами. Бюджет любого отпуска и без того, вы знаете, обходится недешево, но из-за обычной невнимательности к деталям путешественники нередко переплачивают банкам и владельцам уличных банкоматов сотни евро. Дополнительная комиссия за снятие наличных в сторонних терминалах. Невыгодная конвертация валют и сервисы сбора за обслуживание банковской карты способны сегодня очень быстро увеличить ваши общие расходы. Избежать подобных финансовых потерь и надежно защитить свои деньги от лишних комиссий за границей можно без малейшего ущерба для своего личного комфорта, если внимательно соблюдать несколько базовых рекомендаций. Несмотря на активную цифровизацию мировых платежных систем, полностью отказаться во время отпуска от бумажных банкнот пока не получается. Покупка шарика мороженого на набережной, расчет за фрукты на местном фермерском рынке или, например, оплата старого паркомата в центре курортного города, в подобных бытовых ситуациях наличные деньги по-прежнему остаются незаменными. И именно в этот момент снятия наличных многие путешественники сталкиваются с дополнительными расходами. Главное здесь правило, которое стоит твердо запомнить. При снятии наличных за границей обычно продолжают действовать комиссии, предусмотренные тарифами, друзья, вашего немецкого банка. Если же по условиям вашего тарифа удерживается 2% за использование стороннего банкомата в Берлине, то аналогичная комиссия может применяться и на Майорке или в том же Египте. Однако особенно внимательно стоит относиться к операциям в странах, не входящих в саму еврозону. Многие местные банкоматы автоматически предлагают иностранным туристам услугу динамической конвертации валют DCC. На экране сразу отображается сумма в евро, однако такой вариант обмена нередко сопровождается менее выгодным курсом. Финансовые эксперты предупреждают, что именно из-за этого туристы могут переплачивать при снятии наличных. Также при использовании услуги динамической конвертации зарубежные финансовые операторы нередко закладывают в курс обмена и дополнительную маржу, друзья, из-за чего итоговые ваши расходы могут оказаться еще намного выше ожидаемых. Независимые эксперты сегодня рекомендуют по возможности всегда отказываться от моментального пересчета и выбирать списание строго в местной валюте той страны, где вы сейчас отдыхаете. Запомнили?
В этом случае конвертация обычно выполняется по курсу вашей платежной системы или банка, а не по курсу, предложенному банкоматом. Брать с собой крупную сумму наличных из Германии тоже, друзья, не всегда выгодно, так как обменные пункты могут предлагать менее привлекательный курс, а вот хранение больших сумм наличных, вы знаете, во время путешествия связано именно с вашими дополнительными рисками. Следующий неприятный момент для отпускников – это фиксированные комиссии владельцев зарубежных банкоматов. Даже, друзья, если ваш немецкий банк предоставляет, скажем так, бесплатное снятие наличных по всему миру, владелец конкретного банкомата может установить свою собственную комиссию за использование оборудования. Подобные сборы встречаются как в странах Евросоюза, так и за его пределами, а в отдельных случаях, я вам скажу, могут достигать даже 5%, представляете, от суммы снятия. Единственное преимущество здесь заключается лишь в том, что банкомат обязан заранее показать размер этой комиссии на экране до завершения операции. Если же вы видите слишком высокий дополнительный сбор, лучше отказаться от операции и поискать банкомат другого банка. Также многие немецкие отпускники совершают и распространенную ошибку полностью полагаться в поездках на привычную дебетовую карту Girocard, которую раньше многие бюргеры называли ЕС-картой. Вы знаете, что на территории стран еврозоны эта система действительно широко используется и, как правило, позволяет рассчитываться без каких-либо дополнительных комиссий со стороны немецкого банка. То есть при оплате в пляжных ресторанах, отелях или сувенирных тех же магазинах внутри еврозоны большинство клиентов не сталкиваются с дополнительными расходами, поскольку операции проходят так же, как и при обычных покупках в Германии. Но, друзья, стоит вам покинуть пределы еврозоны, как ситуация может и измениться. То есть за каждую операцию в иностранной валюте немецкие банки нередко удержат свою комиссию за конвертацию. У каждого финансового учреждения действуют собственные тарифы, однако средний размер, я хочу сказать, такой комиссии составляет около 2% от суммы покупки. То есть за 2 недели активного вашего семейного отпуска подобные расходы могут сложиться в весьма приличную сумму. Кроме того, стоит также учитывать еще один важный нюанс. За пределами Германии и еврозоны далеко не все магазины и сервисы принимают систему Girocard. Там, где международная банковская карта или наличные деньги принимаются без проблем, немецкая Girocard может вообще не поддерживаться, учитывайте это тоже. Классическая кредитная банковская карта по праву считается, вы знаете, одним из самых удобных платежных инструментов для поездок за границу, то есть торговые терминалы принимают ее почти абсолютно везде, от крупных сетевых отелей до небольших семейных таверен на побережье. И именно в этой универсальности, друзья, заключается ее ключевое преимущество. Что же касается дополнительных расходов, то здесь действует уже знакомый принцип. В пределах еврозоны большинство операций проходит без комиссии за конвертацию со стороны банка, однако при оплате за пределами еврозоны уже многие немецкие банки применяют собственные тарифы за обмен валюты, размер которых зависит и от условий конкретного финансового учреждения. Если кассир в магазине или платежный терминал выводит на экран выбор между евро и местной валютой, что правильно, какие специалисты рекомендуют выбирать именно местную валюту. При выборе списания в евро перерасчет зачастую выполняет сам магазин или его платежный провайдер, а предлагаемый ими курс, вы понимаете, обмена нередко оказывается менее выгодным. Именно из-за такой особенности многие туристы во время отпуска переплачивают за привычные покупки. Или еще, чтобы не столкнуться в поездке с заблокированной картой или неожиданными расходами, эксперты настоятельно рекомендуют сегодня заранее проверять условия обслуживания своего банка. Всего, друзья, какие-нибудь 15 минут, потраченные на внимательное изучение тарифов перед вылетом, помогут вашему семейному бюджету избежать тех самых лишних списаний. Финансовые консультанты рекомендуют заранее проверить 4 важных параметра в настройках вашего личного онлайн-банкинга. Внимание! Обязательно уточните, удерживает ли ваш банк комиссию за снятие наличных в сторонних банкоматах и какую сумму могут списать за конвертацию валюты при обычных покупках в магазинах.
Также стоит заранее узнать, предусмотрена ли дополнительная плата за использование карты за рубежом и позволяет ли ваше банковское приложение отказаться от услуги динамической конвертации DCC. Такой анализ поможет вам заранее выбрать и наиболее выгодный способ оплаты. Сегодня мы с вами уже видим, что в одной стране удобнее пользоваться классической кредитной картой, а вот в другой наоборот дебетовой, а в некоторых туристических местах полезно даже иметь при себе небольшой запас наличных. Поэтому, друзья, сэкономленные деньги гораздо все-таки приятнее потратить на собственный отдых, заказать, например, дополнительную экскурсию, поужинать в хорошем ресторане или продлить проживание в отеле еще на одни сутки. И это еще не все. На немецких АЗС сегодня разворачивается удивительная ситуация. Миллионы автовладельцев по-прежнему сегодня продолжают заливать в бак более дорогую марку бензина Super E5 с осторожностью, относясь к более доступному сорту Super E10. При этом инженеры отмечают, что этот вариант подходит для большинства современных бензиновых силовых агрегатов, которые сегодня эксплуатируются на дорогах Германии. Разница на стелах заправок стабильно держится на отметке около 6 центов с каждого литра топлива. То есть, если пересчитать, друзья, эту разницу на стандартный бак емкостью 60 литров, экономия составляет примерно 3 евро 60 центов за одну только заправку. Анализ расходов показывает, что при среднем годовом пробеге машины в 12 тысяч километров регулярное использование этого топлива позволяет сохранить в семейном бюджете около 50 евро в год. Именно поэтому специалисты рекомендуют сегодня ориентироваться не на распространенные опасения, а на технические рекомендации производителя вашего автомобиля. На заправках эта разница хорошо видна, поэтому многие водители продолжают выбирать привычную марку топлива, хотя для большинства автомобилей все-таки существует и более экономичный вариант. Главная причина опасений многих водителей связана с повышенным содержанием этанола. То есть внутри марки бензина Super E10 доля биоспирта достигает 10%, а в классическом сорте Super E5 этот показатель соответственно ограничен 5%. Многие бюргеры до сих пор опасаются, что более высокое содержание этанола может негативно повлиять на резиновые элементы их топливной системы или ресурс того же двигателя. Однако, друзья, специалисты автоклуба ADAC отмечают, что для большинства современных автомобилей подобные опасения не подтверждаются техническими рекомендациями производителей. Сейчас любой современный автомобиль в Германии именно рассчитан на использование топлива Super E10. Проверить эту информацию очень на самом деле легко. Достаточно открыть крышку лючка бензобака или посмотреть на заводское руководство по эксплуатации к автомобилю. При необходимости такие сведения также могут предоставить и специалисты абсолютно любого автосервиса. Требование использовать исключительно бензин Super E5 сохранилось главным образом для отдельных, то есть тех более старых моделей автомобилей. По данным, на которые ссылаются специалисты, с момента появления Super E10 в Германии, а это, напомню, в 2011 году, не было получено подтверждений, что использование этого топлива в совместимых автомобилях само по себе приводит к какому-либо повреждению исправного двигателя. Еще одно популярное мнение среди водителей связано с тем, что при переходе на бензин с более высоким содержанием биоэтанола двигатель якобы начинает расходовать больше топлива. Технические специалисты отмечают, у биоэтанола действительно немного ниже удельная теплота сгорания, поэтому в определенных условиях двигатель может действительно расходовать немного больше топлива. Однако результаты испытаний лаборатории ADAC показывают, что эта разница составляет около 1%. В обычной повседневной эксплуатации большинство водителей, как правило, не замечают существенной разницы в расходе топлива. Друзья, вы напишите, или вы замечали у себя разницу. Также главным аргументом для семейного бюджета остается стоимость топлива на автозаправке. Даже если экономия при использовании марки Super E10 составляет всего несколько тех центов на литре, при длительной эксплуатации автомобиля, вы понимаете, эта разница постепенно превращается в немалую сумму. А при текущей средней разнице, как я сказал, около 6 центов за литр, финансовое преимущество в большинстве случаев компенсирует ту самую минимальное различие в энергетической ценности топлива.
В результате часть денег остается в семейном бюджете вместо дополнительных расходов на заправках. Еще один полезный совет для водителей касается выбора времени заправки. Независимо от марки топлива, друзья, стоит обращать внимание на изменения цен в течение дня. Я вам рассказывал уже, что согласно действующим правилам, розничные сети могут повышать стоимость топлива не чаще одного раза в сутки, тогда как снижать цены разрешено неоднократно. Анализ динамики цен показывает, что во многих случаях наиболее выгодное предложение появляется ближе ко второй половине дня. После дневного повышения стоимость топлива на многих АЗС постоянно начинает снижаться. Поэтому специалисты рекомендуют пользоваться мобильными приложениями для сравнения цен и по возможности избегать заправок сразу после дневного повышения стоимости. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью, друзья, завершен. Завтра я снова буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам понравился сегодняшний разбор про новые лимиты личных сбережений и правила Grundsicherung с 1 июля, дополнительные банковские комиссии при поездках за границу и рекомендации клуба ADAC по использованию топлива Super A10, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк и спасибо за просмотр до самого конца.